Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажать на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам огромнейший привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. И я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, вы их знаете, да? Даже мы с такой палитрой работали, у нас есть узорчик. Новички, кто еще не знает, смотрите. Ниточки называются Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров. В составе 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, ниточка как переливается за счет металлической ниточки. Итак, смотрим. Нам здесь говорит производитель: берите крючок 2-4. Я буду брать троечку. Вы смотрите на свою плотность вязания, да? Я буду брать троечку, потому что с троечкой я уже работала с этими ниточками. Вы можете брать пряжу любую, не обязательно такую же, любого цвета, любого состава, любого качества. Я показываю принцип узорчика, а вы переносите непосредственно на свои нитки, на свое изделие. Чтобы не забыть, цвет 363, в принципе, на камеру передается точно так же. Нежно-нежно, вот такой вот персиково-розовый и так далее. В комментариях напишите, как называется цвет. Производители нам говорят, что очень классно из данных ниточек появляются, получается, шали, палантины, да. То есть вы можете использовать для шали, для палантинов, но не ограничивайте себя. Классные будут кофточки, да, кардиганчики и так далее. Итак, узорчик я сегодня прилагаю. Узорчик, в принципе, читабельный, да, то есть хорошего качества. То есть схемка узорчика, схемка ходит в интернете в свободном доступе. Так что смотрите, вяжите с удовольствием. Ну что, свяжем? Так, прежде чем приступить к нашему образцу, к нашему узорчику, хочу особенно для новичков показать ниточку. Вот если мы немножко раскрутим, она делится на 3 ниточки. Получается шерсть, акрил и вот такая вот блестящая, видите, блестит металлическая ниточка. Сама по себе ниточка не сильно пушистая, но вот эти вот волоски, ворсиночки, они могут цепляться, да, и поэтому сильно маленький крючок не берите, особенно новички. Берите чуть побольше, и когда будете вязать, все четко рассчитывайте, потому что если ошибетесь, будете распускать, то распустить можно, но это будет сделать очень-очень сложно. А так ниточка, в принципе, очень хорошо себя ведет. Итак, раппорт узорчика у нас получается по схемке, смотрим, 9 петелек. И мы с вами наберем, получается, ну я наберу 4 раппорта, еще 2 дополнительные петельки, чтобы красиво узорчик закончился. Итого я, получается, буду набирать 38 воздушных петелек. А вы смотрите, как вам удобнее. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь 38 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Вот мой будущий образец. Далее. Опытные мастера могут приступать непосредственно к узорчику, а с новичками мы сделаем вспомогательный ряд, потому что нам будет так в дальнейшем узорчик удобнее начинать вязать. Вспомогательный ряд представляет собой ряд столбиками с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И ныряем в 5-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть, по 2 петельки провязали. Далее в следующую петельку цепочки нырнули точно так же и провязали еще 1 столбик с накидом. Итак, мы с вами будем шагать в каждую петельку цепочки. Нам зато в дальнейшем будет намного удобнее перепрыгивать через верхушки столбиков, нежели через петельки цепочек, пока опыта нету. Понятно? Вот, самое главное здесь, вы должны будете посчитать количество столбиков, которые у вас получится. Оно должно будет равняться количеству петелек воздушных, которые вы сделали. То есть, если я сделала 38 столбиков, у меня должно получиться, вернее, 38 петелек, у меня должно получиться 38 столбиков. Понятно, да? И самое главное, не забывайте о том, что вот эти вот первые 3 петельки подъема, которые мы делали, вот эти вот, да, это тоже столбик с накидом. Да? То есть, смотрите, сколько я столбиков провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 28 столбиков. И с вами в конце ряда встречаемся. Договорились?
Давайте, несложно. Так, смотрите, вот мы сделали нашу красивую, аккуратненькую дорожку, посчитали количество наших столбиков. Итак, далее что мы делаем? Мы делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же, получается, ныряем и делаем столбик без накида. Ну, мне вот так вот будет удобнее сделать. Далее воздушная петелька, и в следующий столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. А далее смотрите внимательно. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Сюда же 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 3 столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 4 столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 5 столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же 6 столбик с накидом. То есть у нас с вами получается вот такой вот веерочек, видите? И столбики у нас не по порядку идут, как бы, да, а через воздушную петельку. Когда мы с вами сделали 6 столбиков с накидом, далее что мы делаем? Опять пропускаем 3 верхушки столбиков, 1, 2, 3, и в 4 столбик за верхушку беремся, провязываем столбик без накида. Зафиксировали наш веерочек. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующий столбик нырнули, провязали столбик без накида. А далее повторяется опять наш веерочек. Накид. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В 4 провязываем веерочек. То есть 6 столбиков с накидом. И между столбиками по одной воздушной петельке. Столбик, воздушная. 2 столбик, воздушная. 3 столбик, воздушная, 4 столбик, воздушная, 5 столбик, воздушная и 6 столбик. Вот наш второй веерочек готов. Далее мы будем делать вот такую вот маленькую арочку. Мы отступаем, да, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. 3 воздушные петельки. И следующий столбик нырнули, сделали столбик без накида. Вот наша арочка маленькая. То есть получается у нас веерочек, арочка, веерочек, арочка и так далее до конца ряда. Сколько у вас здесь столбиков, продолжаете. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот мы закончили практически наш ряд. Помните, мы начинали арочкой с одной воздушной петелькой, да? Получается, заканчиваем точно так же. Вот наш столбик без накида после веерочка, 1 воздушная петелька, и там, где у нас 3 петельки подъема было, мы ныряем в 3 петельку и провязываем столбик без накида. Все. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И вот в эту арочку, которую мы только что сделали из одной воздушной петельки, мы в эту арочку ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. 1, накид, сюда же, 2, есть. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот смотрите, мы здесь провязывали, получается, 6 столбиков. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Вот арочка между 3 и 4 столбиком. В эту арочку мы ныряем, вытягиваем ниточку и ее сразу же провязываем через петельку на крючке. То есть соединительная петелька будет. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же опять в арочку эту же нырнули, вытянули ниточку и тут же ее провязали вот так вот, петельку через петельку на крючке. Понятно? Соединительная петелька. 2 воздушные петельки. Далее переключаемся вот в эту большую нашу арочку и провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся опять в эту же большую арочку и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть вот, смотрите, у нас получается здесь была маленькая арочка и получается вот такая вот как бы половинка вот такого большого веерочка, да, получилось. Далее в центр веерочка мы делаем арочку, так, и в большую вот арочку провязываем вот такой вот интересный веерочек. Далее повторение опять. 2 воздушные петельки. 1, 2.
Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в арочку между третьим и четвертым столбиком ныряем с соединительной петелькой. Присоединились. 3 воздушные петельки. И сюда же, в эту же арочку, присоединились с соединительной петелькой. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся в большую арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. Поняли, да? То есть у нас здесь получается как бы тоже веерочек, арочка, да? То есть такой своеобразный веерочек. И вот арочка, веерочек, дальше будет арочка, веерочек, арочка до конца ряда. Понятно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали красоту практически до конца. Так, и вот после нашей арочки, вот такой вот, да, делаем 2 воздушные петельки. И смотрите, здесь получается мы заканчиваем вот нашу маленькую арочку точно так же, как и начинали. То есть мы должны будем провязать 3 столбика с накидом. Накид, нырнули в арочку. Раз, столбик с накидом. В арочку 2 столбик с накидом. И здесь я делала не 3 петельки подъема, да? Получается, я делала столбик без накида, поэтому я буду в столбик без накида делать 3-й столбик. Так будет краешек у меня ровненький. Угу. Вот, поняли, да? Далее по схемке у вас идут 3 петельки подъема. Я сделаю опять, как я делаю. 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же я провяжу столбик без накида. Так. А вот теперь, смотрите, делаю воздушную петельку. Угу. И сюда же, опять же, сюда же ныряю и делаю столбик без накида. Вот. Как бы моя особенность будет. И далее мы повторяем самый первый ряд. Накид. И вот наша арочка. В эту арочку ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Между ними 1 воздушная петелька. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3, воздушная петелька. Столбик с накидом 4, воздушная петелька. Столбик с накидом 5, воздушная петелька и столбик с накидом 6. Видите? То есть точно такой же веерочек, который у нас был в самом-самом первом ряду. Теперь, когда мы провязали наш веерочек, мы должны будем присоединиться. Смотрите, вот предыдущий веерочек и вот наша центральная арочка. В центральную арочку присоединяемся столбиком без накида. 3 воздушные петельки. И столбик сюда же без накида. Все. И далее опять продолжаем следующую вот эту нашу арочку, провязываем веерочек. Понятно? То есть все провязываем точно так же, как мы делали в самом первом ряду. Несложно. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали опять практически до конца. Как мы заканчиваем наш ряд? После нашего последнего веерочка, да, вот видите, мы провязывали 3 столбика с накидом. И третий столбик это у нас 3 петельки подъема. Вот в третью петельку подъема ныряем, вытягиваем ниточку, столбик без накида. 1 воздушная петелька и сюда же нырнули, столбик без накида. Все. Далее смотрим по схемке, будем провязывать точно так же, как мы провязывали второй ряд. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И вот в эту арочку из 1 воздушной петельки ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Все, далее только повторение. 2 воздушные петельки, пропускаем вот наш веерочек, 3 столбика, да, пропускаем между третьим и четвертым. 1, 2, 3, между третьим и четвертым ныряем и делаем соединительную петельку, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, сюда же нырнули и опять делали соединительную петельку. Далее 2 воздушные петельки и вот нашу эту арочку будем провязывать вот такой же веерочек, состоящий из 4 столбиков, да? Первые 2 столбика с накидом, 1, 2, далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3 и сюда же опять 2 столбика с накидом, 1 и 2. Все. То есть у вас получается узорчик состоит из 2 рядов, да? Большой веерочек с такими вот арочками и назовем его маленький веерочек с арочками, да? Большой веерочек, маленькие арочки и так далее, и так далее, и так далее. Понятно? Вот. У вас получается веерочки вот эти большие будут друг над дружкой. Вот эти вот маленькие веерочки тоже будут друг над дружкой. Понятно? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков.
Если что, перематывайте назад, вспоминайте, как рядочки вязали. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я вязала, несколько рядочков провязала, да, и смотрите, у нас заканчивается наш узорчик, наш образец вот такими вот волнами, да, маленькая и большая, маленькая и большая. И я же знаю, вы меня спросите, да, Оля, а как закончить ровно? Вот, смотрите, я уже начала ровно заканчивать, хочу показать вам. Итак, смотрите, получается спуск с волны, маленькая волна и подъем на волну. Вот эту часть сейчас вам покажу, как будем провязывать. Понятно? Вот, если внимательно посмотреть, то до этого я уже провязала. Вот, спускается волна, видите, и поднимается. Я сделала здесь как бы веерочек наоборот. То есть, итак, вот наши 6 столбиков большого веерочка. Вот между третьим и четвертым веерочком у меня, столбиками у меня столбик без накида. Видите? Итак, что я делаю? 3 петельки. 1, 2, 3 воздушные. Накид. Далее, смотрите. Вот у меня 3 столбика идут. 1, 2, 3. Между ними по воздушной петельке. Верхушку первого столбика нырнула, вытянула ниточку, 2 петельки, стоп. Накид. Верхушку второго нырнула, вытянула, 2 ниточки провязала, стоп. И точно так же с третьей верхушкой. Стоп. Все петельки держу на крючке. Далее накид. У нас дальше идет такая вот маленькая вот арочка, да? Вот она арочка. Я решила, что в нее провяжу точно так же, но 2 столбика. 1. И накид 2. А далее переключаюсь вот к следующему веерочку, к большому. Из 6 столбиков буду провязывать только первые 3 столбика. 1, 2, 3. Итак, в первый столбик нырнула, вытянула ниточку. Стоп. Накид во второй столбик. Стоп. Накид в третий столбик. Стоп. Смотрите, сколько у меня петелек на крючке. Теперь я должна буду провязать их все вместе за один раз. Провязала и обязательно зафиксировать. Видите? У меня вот он веерочек наоборот перевернутый. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот в моем веерочке из 6 столбиков, да, между третьим и четвертым столбиком арочка из воздушной петельки. Я в нее ныряю и провязываю столбик без накида. Все. И краешек у меня, видите, выравнивается. Понятно? То есть у вас здесь веерочки смотрят наверх, а здесь они будут смотреть вниз. Все. Давайте до конца ряда. В конце ряда я встречаю. Итак, смотрите, вот для контраста показываю вам на темном фоне. Вот такая вот получается красота. Блесков сильно много не видно, да? Вот, аккуратненько. Вот наши веерочки. Узорчик получается у нас двусторонний. То есть вы можете брать одну сторону, другую сторону. Что это в первую очередь? Палантины, кофточки, кардиганчики, да? Интересно? Несложно. Смотрите. Вроде как бы обычные веерочки, а узорчик смотрится интересно. Итак, сколько у нас рядочков получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это 12. И первый самый, да, 13. Да? То есть к тому, что мы замерим сейчас, что у нас получилось. Если набирали мы 38 воздушных петелек, если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то это получится у нас, ну вот 18 с хвостиком сантиметров. Так? А получается, таким образом у нас будет 13 сантиметров. Вот такой вот обычно необычный узорчик. Он, смотрите, тянется хорошо за счет воздушных петелек. На темном, конечно, цвет передается чуть светлее ниточек, чем они есть на самом деле. И почему-то не передается блеск. Да? А так ниточки очень классно блестят, очень интересные. Я думаю, что многие из вас уже данным узорчиком вязали. Но если не вязали, забирайте себе в копилочку. Очень легко вяжется и очень быстро. Не забывайте, что вы вязать можете любой пряжей. Можете брать пряжу потолще, можете брать пряжу потоньше. Можете брать хлопок, например, да, микрофибра, это будет у вас летний топчик. Если возьмете ниточки потолще, то у вас будет снуд, шарфик, да. То есть вы можете спокойно, как большие дизайнеры, придумывать свои изделия из своей пряжи. Вот такая вот красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. Стрелочка внизу поделиться. Нажимайте на плюсик, чтобы сохранить видео и посмотреть его в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.